Доброе утро, третий день. Конечно, этот сверчок вчера от 3 ночи скрипел, я не знаю, наверное, только и уснул, как он замолчал. Я час 8 утра проснулся. Вообще не хотелось вставать, но я чувствую, что уже начинает припекать, и спать не получится особо. Вот в таком я месте поспал прекрасном. Ну, если бы, нету насекомых. Посчитал вчера ночью по карте, прям ровно 100 я там проехал. Плюс-минус километр. Сейчас буду завтракать, и сегодня вообще не буду никуда торопиться. Буду делать остановки, наверное, каждый час. Потому что просто плечи, руки болят. А сейчас поеду, я чувствую, ноги тоже там начнут отваливаться. В общем, до следующего включения. Шикарные виды. Какой офигенный запах! Офигенный запах травы свежескошенной. Вот это прикол! О, кто это тут у нас? Красавчики. Надо пробовать переходить. Фу, все не так страшно, как казалось. Доехал до города Крупки, или Крупки. Остановился тут в лесочке. Просто вообще нет сил крутить. Проехал где-то 30 километров за 3,5 часа. Постоянно останавливаюсь, пью воду, отдыхаю. Вообще все, усталость, нет ни желания никого куда-то ехать, нет желания что-то снимать, записывать видео. Просто выжимаю из себя последние силы. Хотя зачем? Это же путешествие должно быть удовольствие. Короче, просто все дико лень. Надо как-то преодолеть это состояние и снова войти в ритм. Второе, третье дыхание, там, чтобы мышцы начали адаптироваться. Весь лес один гигантский муравейник. Все вот это вот, все усыпано еловыми ветками и просто все кишит муравьями. О, просто лень вообще, даже говорить лень, все лень. Муравьи, вот кому явно не лень, просто и без остановок. Такая безумная скорость у них. Вот мне сейчас поучиться у этих муравьев.
Еще я вот сюда заказывал чехлы на сумки от дождя, потому что у меня сумки промокаемые, а никаких чехлов я в Минске не нашел. Я думаю, что за 3 дня доставят, но нет, доставка задерживается. Ехать без чехлов, если пойдет дождь, буду останавливаться или как-то пакетами накрывать сумки, не знаю. А доставка на Валберес, получается, придется отказаться. Еще сейчас на подъезде к городу были прям очень-очень много ямок, и там где-то был спуск, и 3 такие подряд хорошие ямы. Я первую объехал, вторую, объехал так по краешку, и прям в 3-ю так хорошенько влетел. Не успел притормозить, и не знаю, такое ощущение, что теперь как-то хуже что-то едет, но я так посмотрел, вроде визуально никаких изменений нет. Не должно было ничего, никакого яйца появиться. Надо будет еще понаблюдать, короче. Возможно, просто, мне кажется. Фух. Карта вообще ведет мне вот по этой тропинке там 20 или сколько-то километров, 15, не знаю. Я поеду по трассе. Вроде не сильно оживленная трасса, но единственное, что ямки, трещины не дают покоя, не дают спокойно ехать, не дают набрать скорость. Постоянно приходится тормаживаться, маневрировать, объезжать их. Короче, приключения. Не день, а сказка. Ни хрена не выспался, и может поэтому и нету сил. Решил проехать по этой лесной тропинке. Тут, оказывается, всего 4 километра, а потом все равно он выходит на трассу. Надо разнообразить, а то трасса только что была с этими своими ямами, кочками. Пусть теперь будет немножко лесных дорожек. Я снова на трассе. Приходится ехать по белой линии, потому что сплошные поперечные трещины, а по ним убить обод просто как нефиг делать. Если заметишь какую-то огромную ямищу, то все, до свидания. Собственно, я с ней уже был близко, очень близко, мне кажется, мне прям сегодня повезло. Но хорошая трасса тем, что она второстепенная, машин здесь очень мало. Раз в 2-3 минуты, может быть, в мою сторону кто-то проезжает. Поэтому можно меньше напрягаться огромного потока грузовиков. В принципе, да, грузовиков-то особо и нет. Они все едут по основной трассе, скоростной. Здесь только местного значения, которые что-то по этим городкам, деревенькам развозят. Едем дальше, приключения продолжается. Надо выкинуть мусор. Кола заканчивается, и сразу начинается вторая. Ну, сахар нужен. Ел сникерс, на сникерсе просто в гору кручу без остановок. Похоже, я словил второе дыхание. Дыхание сникерса и кока-колы. Залетаем, и сейчас сразу спуск, потом снова подъем. Сегодня уже где-то 40 проехал, еще по плану. Ну, там до точки, которую я наметил, где может быть хорошее место для ночевки, еще 40. С горочки погнали! Сразу залетаем в
закручиваем. Съедаем эту горку, как сникерс за 2 укуса. Москва. Яма. Залетел в эту горку на сникерсе и кока-коле. И впереди еще одна горка. Прицепил так GoPro на руку, посмотрим, может быть так удобнее. Скажите, как вам? Крутится просто отлично. Сникерс и кока-кола делают свое дело, это не реклама. Так и есть. Просто в горку на изи. Приключение, приключение, это приключение. Фу, мошка в рот залетела. Сейчас машину обгоню. Не уходит, ушла. Но он на допинге. Надо с ним тягаться. Ушел. Вот когда нету этих трещин поперечных, вот они когда залиты хотя бы смолой, вообще просто так приятно едется по обочине, машин мало. Есть, горка покорена, и впереди следующая. Думаю, тоже не составит проблем. Перерыв. Офигенная груша. И туда же сразу вторая. Ну, это покислее. Главное, что они очень сочные. Это и вода, и еда в одном. 130 километров до моей выбранной точки. А это значит, что сегодня уже позади 50, полтинничек. Я только сегодня понял, что я вчера-то 100 сделал. 100 вот в дороге ехал. Только ничего, второй день. После первого просто когда 35 там сдох. В конце я такой 100. Что? И вот типа третий день 50 уже как бы, хотя тоже было тяжело в начале. Но нет, оно крутится. С выпрямленным багажником и крылом все едет. Где-то там село солнце. Я наконец обустроил лагерь. С не знаю какой попытки разжег костер, но очень давно не разводил костры, плюс все сырое. Но спасла береста. По прогнозам дождь. С тентом тоже промучился, наверное, минут 40. Здесь я буду спать. Но возможно здесь, если будет сильный боковой ветер, немножко меня подмочит. Не знаю, вот эта вот ткань промокает или нет.
На ужин у меня сегодня будет пюрешка с колбасой. Ну, в принципе, все то же самое, наверное, что и вчера. Вот, сегодня без горелки. Буду сегодня костровым. Уже сегодня костровой. Проехал порядка 80 километров. Что думал, меньше будет, но в итоге немножко объездными путями. Плюс... Хотя нет, сюда я и планировал приехать. Там чуть-чуть дальше я планировал приехать, но остановился раньше, но просто чуть в сторону ушел. Здесь такое небольшое озеро, там какая-то плотина, люди рыбу ловят. Из минусов вот тут поле, его вот чем-то обрабатывают, просто все белое, вся земля белая. Я пока шел, просто вот наступаешь, и белая пыль летит. У меня все ноги белые, велосипед весь белый, завтра буду все это оттирать, ну либо дождь пройдет, там в сырой траве пройдусь и отмою. Какие-то пестициды, не знаю. Зато, надеюсь, не будет клещей или там что-то такого. Водичка закипает. И пошел небольшой дождь, так что думаю, навес я все-таки не зря ставил. Посмотрим, как будет ночью. Доброе утро. День 4, идет дождь. Я замерз. Сейчас встану, разведу костер. Надо вскипятить воды, попить что-нибудь горячего. Надо согреться. Вчера проехал 80 километров. В общей сложности 215-220. Что-то все болит. Все затекло. В общем, встаю и пытаюсь согреться. Овсяночка на завтрак. Вот здесь костерок. Там вот озеро. Вот здесь вот я мерз сегодня ночью. Ну, был небольшой такой дождь, он то заканчивался, то начинался. Хорошо все-таки, что я тент натянул. Да, вот это вот. Я так вчера костер разводил, без этого никуда. Сейчас завтракаю, наверное, еще поваляюсь. Усталость накапливается. Там внизу только что кто-то хрюкал. Кабан, наверное. Там такая низина болотистая, где озеро заканчивается. Вот где-то вон там вот. Я слышал хрюканье. Но здесь так вроде нет следов кабанов. Нет ничего раскопанного. Может быть подальше, может быть вон в тех кустах, которые за этим болотом. Окей, хорошо, что ночью ко мне не приходили. Потому что ночка та еще была. Я и так от каждого шороха не мог уснуть, наверное, до часу, где-то до 1:30. Ну, потом, когда начал дождик моросить, прям меня это так успокоило, расслабило. Просто под звук дождя кайфово засыпать, и я мгновенно вырубился. Ну, где-то в 7 уж сам проснулся. Айс летит. Я не успел заснять, он красиво прям с воды взлетал и вот так вот вокруг пошел и улетел. Все, прикопал костер. Оставил тут немного дров. Кому-то, кто может тоже захочет здесь ставить. Ну, здесь дрова, в принципе, повсюду. Просто половина деревьев сухие.
Приехали в Орш. Я думаю, в Орше остановлюсь на день-два, подзаряжусь, постираюсь, помоюсь. Ну, так у меня солнечная панель не заряжает. О, сразу в горочку. Проверить, так сказать, как я с утра. Пока вроде нормально. Заехал. Сейчас выйду на дорогу, буду оттираться от этого белого дерьма. Сумки, велосипед чуть проту выложу салфеткой. Вон просто белые пятна. Во-во. Еду, здесь повсюду лягушата бегают по этой дороге. Давай, переходи, малыш. А этот просто по дороге скачет. Давай, переходи тоже. Наконец-то асфальт. О, вот что-то я, блин, дал. Можно было по трассе проехать. Вон там трасса, а я вот сюда вот попёрся. И прошел же ночью дождь. Мокрый песок. Я думаю, какие-то пару километров. Что там? Ну, во-первых, не пару, а 5. Во-вторых, постоянно горочки такие вверх-вниз. По этому песку сейчас полчаса просто умирал. Ну, блин, я мазохист. Мне без этого, видимо, ни один день не должен обходиться, чтобы какие-то такие себе приключения искать. Но в принципе, я для этого и ехал. Асфальт. Дальше по асфальту. Привет, коровы! О, красавица! Копытом стучит. Типа, говорит, езжай дальше, что встал. Дай пожрать. Еду дальше. Почти доехал до Орша, осталось 2 километра. Снял там, пока сам не понял, что, то ли